Приветствую вас на канале Рукоделки-поседелки. И сегодня мы будем с вами вязать вот такие игрушки Сида. Можно связать вот такую плюшевую игрушку. Она милая, тактильно приятная. Давайте я вам ее покажу, поверчу. Вот такую игрушку мы с вами сегодня свяжем, если вы выберете вязать из ниточки плюшевой. Или, если вам хочется брелочек на сумочку или рюкзачок, то можно связать вот такого сида, который повязывается, и можно использовать его как брелок или подвеску на сумочку. Вот такой он длинный, завязывающийся, милый аксессуар, который может принести улыбку и радость не только вам, но и вашим близким. Ну и какие же материалы нам понадобятся, чтобы связать вот такого плюшевого сида? Можно взять ниточку Yarn Art Dolce Baby. Я использовала крючок 2,5, я вяжу плотно. Вы можете взять чуть больше, 3-3,5. Ну а для подвеса, для вот такой игрушки, я использовала ниточку Yarn Art Cotton Soft, вот такая бежевого цвета. Номер у нее, сейчас я вам покажу, это 73. Также можно использовать помимо этой ниточки Alize Forever. Метраж у них одинаковый, это на 100 грамм 600 метров. И крючок использовать 1,5, 1,5. Ну что, давайте свяжем вот таких сидов. Или такого плюшевого, или вот такого смешного. Ну и начнем мы с вами вязание с ножки. Свяжем 2 штучки, 2 такие ножки. И как обычно, если мы вяжем с вами подвес из тонкой ниточки, то мы первый ряд вяжем в кольцо амигуруми 6 столбиков без накида. Но если вы вяжете плюшевой ниточкой Dolce Baby, тогда свяжите 2 воздушные петли и в первую воздушную петлю провяжите 6 столбиков без накида. И первый ряд у нас с вами закончен. Дальше схема для 2 игрушек у нас с вами одинаковая. Второй ряд мы вяжем 6 прибавок. То есть во втором ряду у нас с вами должно получиться 12 столбиков без накида. Я вам показываю схему вязания на тоненькой ниточке, но она идентична, точно такая же и для плюшевой ниточки. А теперь давайте продолжим. С 3 по 7 ряд, то есть 5 рядов подряд, мы с вами вяжем по 12 столбиков без накида. Столбик в столбик. И давайте я это сделаю за кадром и встретимся с вами уже на 8 ряду. Я провязала все 5 рядов. Теперь маркер можно перенести. Я спрячу этот хвостик. И дальше мы с вами будем уже делать убавки. 8 ряд у нас с вами схема вязания будет такая. Столбик без накида, 1 убавка. И так мы с вами повторим 4 раза. И опять же, если вяжем из плюшевой ниточки, давайте будем делать вот так убавки. Вытянули 2 петли и провязали вместе. А если вяжем из тоненькой нитки, то можно подхватывать первую долю петли и протягивать. Это уже выбирайте способ вязания в зависимости от того, какой ниточкой вы будете вязать. Ну а я повторю схему вязания. В 8 ряду мы вяжем столбик без накида, 1 убавка. Так повторим 4 раза. И в конце у нас с вами останется 1 столбик, его и провяжем. Теперь нам надо с вами наполнить холофайбером. Ножка наша практически готова.
Немножко берем наполнителя, наполнили. Так, и теперь 9 ряд. Смотрите, что мы делаем. Мы будем провязывать через 2 полотна. Вводим крючок через одну петлю и вторую. И провязываем так 4 столбика. Первый, второй, третий и четвертый. Все, наша ножка готова. Смотрите, если вы будете ввязывать ножку, то оставьте коротенький хвостик. А если будете вязать из плюшки и вшивать, тогда подлиннее. Я вам буду показывать, как ввязывать, поэтому я оставляю хвостик коротеньким. Ниточку закрепили. И теперь мы будем с вами вязать когтики из белой ниточки. Смотрите, берем с вами ножку, разворачиваем ее вот так и пригинаем, переворачиваем вязание. И вот сейчас мы будем с вами вязать когтики. Возьмите, найдите центральную, вот видите, одну петлю и чуть-чуть вправо. Это будет первый наш когтик. Это получается второй ряд от начала. Берем белую ниточку, делаем соединительный столбик. Дальше вяжем 4 воздушные петли. Снова соединительный столбик в первую петлю. И снова делаем соединительный столбик, но уже в ножке. Хвостик вот так провязываем. И первый коготь у нас готов. Итак, повторим еще 2 раза. 4 воздушные петли. Соединительный столбик в первую петлю. И следующий соединительный столбик в тело ножки. Так, замечательно. И давайте еще один когтик провяжем. 4 воздушные петли. Первая, вторая, третья, четвертая. Соединительный столбик в первую петлю. И вот последний соединительный столбик ввязываем в предыдущий, в ту же самую петлю, как мы начинали с вами вязать третий когтик. Все, ниточку мы обрезаем, хвостик закрепляем, подтянули. И вот эти хвостики мы все убираем вовнутрь. Смотрите, вот такие когтики уже получились. Все эти хвостики убираем. Прячем. Они нам с вами не понадобятся. Так. И вот это тоже заправляем. Готово. Вот такая ножка у нас с вами получилась. Мы вяжем 2 штучки. Ну, теперь ручка. Схема похожая. Это тоже вяжется легко и быстро. То же самое, если вяжете из тоненькой ниточки, то мы вяжем с вами кольцо амигуруми, в которое ввязываем 5 столбиков без накида. Если берем плюшевую ниточку, вяжем 2 воздушные петли, и в первую воздушную петлю мы провязываем с вами 5 столбиков без накида. Первый ряд у нас с вами готов. Так, дальше вяжем второй ряд. 5 прибавок подряд. И во втором ряду у нас с вами должно получиться 10 столбиков. Давайте это сделаю быстро. Здесь все легко и просто. Главное, не пропустите столбик. Закончили.
Дальше с 3 по 7 ряд, то есть 5 рядов подряд мы вяжем столбик в столбик, то есть в каждом ряду у нас с вами должно получиться 10 столбиков без накида. Давайте я это сделаю за кадром, и мы с вами уже увидимся на 8 ряду. Ну вот, я все провязала. Опять давайте уберем маркер, спрячем его вовнутрь. Здесь он нам с вами не понадобится уже. У нас осталось с вами всего лишь 2 ряда в ручке. Сейчас мы с вами их и провяжем. 8 ряд. Схема вязания такая. Столбик без накида, убавка. Так повторим 3 раза. И в конце у нас с вами останется еще один столбик. В 8 ряду должно получиться 8 столбиков. Вяжем столбик без накида, убавка. Столбик без накида, убавка. И последний у нас с вами должен получиться столбик. Все, готово. Опять возьмем холофайбер, наполним. Вот здесь я хочу обратить ваше внимание, что ручку не нужно наполнять слишком плотно. Иначе она будет очень торчать. Но если вам хочется такой вариант, чтобы они торчали у сида, тогда наполните хорошо. 9 ряд мы складываем с вами вязание пополам и вводим крючок через 2 полотна и провязываем 3 столбика. Первый столбик, второй и третий. Точно такой же вариант, ниточку обрезаем. Маленький хвостик, если будете ввязывать ручку, длинненький, если будете вшивать. Все, готово. Сейчас сделаем когтики с вами. Точно так же придавили, развернули, нашли центральную петлю и берем на один столбик вправо. Беленькой ниточкой мы делаем соединительный столбик. Дальше вяжем 3 воздушные петли. Обратите внимание, 3, а не 4, как это было на ножке. И в первую петлю делаем соединительный столбик. И начинаем второй ногтик. В следующую петлю вводим крючок, делаем соединительный столбик и повторяем опять нашу схему вязания. 3 воздушные петли, соединительный столбик в первую петлю и третий когтик точно так же повторяем. Вот такие у нас получаются когтики на ручках и ножках у сида. И заключительный соединительный столбик. Готово. Ниточку обрезаем, закрепляем. Подтягиваем. Отлично. Все эти хвостики убираем вовнутрь и потом обрезаем. Вяжем такие 2 ручки, 2 штучки. Ну что, давайте теперь свяжем тело для сида. И начнем мы с вами, как обычно, с кольца амигуруми, которое вяжем 6 столбиков без накида. А если вы вяжете плюшевой ниточкой, тогда вяжем 2 воздушные петли и в первую воздушную петлю мы провязываем 6 столбиков без накида. Первый ряд у нас закончен. Второй ряд мы вяжем 6 прибавок подряд. И во втором ряду у нас должно получиться 12 столбиков без накида. Готово! Берем маркер, оставляем маркер.
Я взяла такой маленький, мне должно его хватить. Третий ряд, схема вязания, столбик, без накида, прибавка. И так повторяем 6 раз. В третьем ряду у нас с вами должно получиться 18 столбиков без накида. Пока я быстро вяжу, хочу предложить вам, если вы еще не подписаны на мой канал, подписаться. Если вы вяжете со мной этого сида, поставьте лайк, напишите комментарий, мне будет приятно. А мы с вами продолжим. Четвертый ряд мы вяжем по схеме 2 столбика без накида, прибавка. Так повторим 6 раз. И в четвертом ряду у нас с вами должно получиться 24 столбика. Схема легкая и простая. Эту игрушку можно связать за один вечер, порадовать себя и близких. Ну а мы продолжим. Пятый ряд. Вяжем 3 столбика. И затем делаем одну прибавку. И так повторяем 6 раз. В пятом ряду у нас с вами получится 30 столбиков. Если мы нигде не потеряли петлю или столбик, то последний у нас с вами будет всегда прибавка. Ну а я связала это быстро и подошла уже к шестому ряду. И дальше тут такой нюанс. Если вы вяжете из плюшевой ниточки, тогда ложим маркер и вяжем с 6 по 10 ряд 5 рядов подряд по 30 столбиков без накида. Потому что ножки и ручки из плюшевой ниточки мы будем с вами вшивать. Но если вы вяжете брелочек, как я сейчас, тогда нам лучше вывязать ножки. И для этого 6 ряд мы вяжем по такой схеме. 8 столбиков без накида, по телу сида, провязываем. Дальше берем ножку, которую мы только что связали, и будем сейчас вместе их провязывать, ножку и тело. Вводим крючок через ножку. Здесь внимательно, чтобы не пропустить петлю, вводим в тело. И так провязываем 4 столбика без накида, вместе ножка и тело сида. Здесь я выбираю, чтобы не пропустить петлю, чтобы у меня все совпало. Здесь будьте особенно внимательными. Ну и последний, 4 столбик. Вот видите, мы привязали ножку. Дальше по самому телу сида мы провязываем снова 8 столбиков без накида. Первый, я себя еще раз проверю, все хорошо. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и 8. И теперь берем вторую ножку и тоже будем ее ввязывать. Находим первую петлю на ножке, на теле. Вяжем тоже 4 столбика. Первый, здесь второй, так, третий и четвертый. Ну вот, 2 ножки мы ввязали, ниточки подтянули. И до конца ряда у нас с вами должно остаться 6 столбиков. Давайте провяжем первый, второй, третий, четвертый, пятый и 6. Все, мы ввязали с вами ножки,
И теперь нам осталось с вами провязать вот те еще 4 ряда. Давайте я это сделаю за кадром и продолжим с вами потом вязать уже тело нашего сида. Так, я связала, закончила. Мы приступаем с вами к 11 ряду. Вяжем 3 столбика без накида, убавка. И так повторяем 6 раз. В 11 ряду у нас с вами должно получиться 24 столбика без накида. Давайте я это сделаю в ускоренном режиме. Схема вязания у нас легкая и простая. Вязать весело и интересно, потому что игрушка получается очень милая. Закончили. 12 ряд очень легкий. Мы вяжем столбик в столбик. И должно у нас в 12 ряду быть 24 столбика. Давайте я свяжу их за кадром. Ну что, смотрите, какие ножки у нас уже получаются. Продолжим. 13 ряд. Схема вязания 2 столбика. И теперь уже мы делаем с вами убавку. Так повторим 6 раз. И в 13 ряду у нас с вами должно остаться 18 столбиков. Потихонечку уже тело этого звереныша сужается и преобразуется. Но мы с вами закончили. Смотрите, мы приступаем к 14 ряду. Если вы вяжете из плюшевой ниточки, то мы просто вяжем 14 ряд, 18 столбиков без накида. Но если мы вяжем с вами подвес из тоненькой ниточки, то как раз сейчас мы с вами вяжем ручки. Для этого мы вяжем 5 столбиков без накида по телу сида. Так, 3, 4, 5. Видите, примерно в этом месте у нас будет ручка. Берем ручку и так же, как с ножками, через 2 полотна, через ручку и тело, мы провязываем 3 столбика без накида. Первый столбик. Здесь находим второй столбик. И третий. Дальше по телу мы вяжем с вами 4 столбика. Первый, второй, третий и четвертый. Пришло время вязать вторую ручку. Берем вторую ручку и повторяем точно так же. Вводим крючок через петлю на руке и вводим крючок в тело. Провязываем 3 столбика вместе ручка и тело. Первый, второй и третий. И до конца ряда у нас с вами должно остаться 3 столбика. В 14 ряду в общей сложности у нас с вами 18 столбиков. Я повторюсь, если вы вяжете из плюшевой ниточки, тогда просто 14 ряд вяжем 18 столбиков подряд. А ручки уже вы вошьете не в 14 ряду в плюшевой игрушке, а в 15. Но об этом чуть позже поговорим. Сейчас продолжаем наше вязание. Одна схема для 2 игрушек. 15 ряд, столбик без накида. Затем мы делаем одну убавку. И так повторяем 6 раз. В 15 ряду у нас с вами должно остаться 12 столбиков без накида. Здесь у нас уже
сужается игрушка. Если мы вяжем миниатюрку с вами, маленький подвес, тогда здесь важно взять поудобнее вязание, и тогда оно будет доставлять нам удовольствие. Провязали. Сейчас самое время нам с вами наполнить холофайбером тело этой игрушки. Смотрите, какое же получается. Давайте наполним холофайбером. Я сделаю это за кадром. Ну и продолжим вязание. Такой, видите, можно наполнять не слишком плотно, если вы вяжете подвес. А если вяжете вот такую игрушку плюшевую, тогда наполните хорошо пузико, животик, тело этой игрушки. Продолжим. Следующий ряд у нас с вами будет 16. И схема вязания похожая. Мы вяжем с вами столбик без накида и делаем одну убавку, но повторим это 4 раза. Здесь уже мне вот так будет проще делать убавки с вытянутыми петлями. И в 16 ряду у нас с вами должно остаться 8 столбиков. Я это сделала в ускоренном режиме. Так, тут смотрите, важный нюанс. Если мы вяжем с вами плюшевую игрушку, тогда схема вязания будет немного отличаться. Я, конечно, вам ее сейчас провяжу. Просто расскажу. Мы с вами провязали до 16 ряда. И дальше у нас с вами шея будет состоять из 4 рядов, которые мы провяжем по 8 столбиков без накида. То есть, а потом пришьем голову, привяжем, да? То есть, если вы вяжете из плюшевой ниточки, то с 17 по 20 ряд, 4 ряда подряд, мы провязываем по 8 столбиков без накида. И потом продолжим уже вязание. Для двух игрушек одна и та же схема. Но если вы вяжете вот этот брелок и подвес, вот такой, как на картинке, тогда нам нужно с вами связать длинную шею. И тут у нас немножко с вами увеличится количество рядов. Конечно, я вам его тоже пропишу. Мы вяжем 60 рядов подряд. Примерно это с 17 по 76 по 8 столбиков без накида. Я предлагаю вам вязать и проверять примерно. Может быть, вы вяжете не так плотно, как я, и вам понадобится чуть меньше рядов, может быть, не 60, а 55. По мере вязания вы себя, пожалуйста, проверяйте, какой необходимо вам будет размер. Ну, а давайте я свяжу это за кадром, и мы уже с вами увидимся и продолжим, будем ввязывать голову. Один нюанс, смотрите, если вы сейчас вяжете брелочек, то сейчас самое время наполнить холофайбером хорошо, потому что дальше мы будем вязать шею длинную, которую мы не будем наполнять наполнителем. Поэтому сейчас наполните, а шею наполнять не будем. Так, ну и вот я связала эти 60 рядов. Вот такой длинношеий сит получился. И мы приступаем с вами к вязанию головы. Еще чуть-чуть, и заготовка нашей игрушки будет уже готова. Итак, пусть это будет 21 ряд, как будто бы мы вязали из плюшки. Мы понимаем, что эти 60 рядов я просто оставила за кадром. Хорошо, продолжаем вязание. Схема вязания такая. Столбик без накида, 1 прибавка. Так повторяем 4 раза. И в 21 ряду, в следующем ряду, когда мы уже вяжем с вами голову, у нас с вами должно получиться 12 столбиков. Начинается расширение. И давайте я это быстренько сделаю. И мы приступим с вами уже к следующему ряду.
22 ряд, похожая схема вязания, столбик без накида, прибавка, но уже повторим так 6 раз. И в 22 ряду у нас с вами получится 18 столбиков. Я свяжу это быстро на ускоренном режиме. Схема легкая, простая. Свяжем эту милую игрушку. Подвес. 23 ряд. Уже можно взять удобное вязание. Вяжем 2 столбика без накида, прибавка. Так повторим 6 раз. И в 23 ряду у нас с вами уже получится 24 столбика. Провязываем с вами. Это у нас будет последний ряд, где мы делали прибавки. Нам осталось с вами эту голову увеличить. И поэтому мы берем маркер, вот так закладываем, отмечаем. И схема вязания такая: с 24 по 27 ряд, 4 ряда подряд, мы вяжем столбик в столбик по 24 столбика без накида. Давайте это сделаю за кадром и увидимся уже на 28 ряду. Я провязала, маркер положила. 28 ряд у нас убавочный. Мы вяжем 2 столбика без накида, делаем одну убавку и так повторяем еще 5 раз. В 28 ряду у нас с вами останется 18 столбиков без накида. Осталось нам провязать совсем немножко, и мы закончим с вами. 29 ряд. Столбик без накида, убавка, так повторим 6 раз. И в 12 и в 29 ряду у нас с вами останется 12 столбиков. Тоже здесь возьмите вязание поудобнее. Тоже у нас мало петелек осталось, потому что мы завершаем вязание уже. Фактически это у нас предпоследний с вами ряд. Но прежде чем начать вязать 30 ряд, давайте наполним холофайбером. Я это сделала за кадром. И вяжем последний ряд тела нашего седа. Делаем 6 убавок подряд. И у нас с вами должно остаться 6 петель. И все. Останется только оформить мордашку. Да еще хвостик надо будет связать. Но об этом чуть позже. Итак, последняя убавка завершена. Ниточку мы обрезаем. Этой ниточкой мы сейчас будем стягивать голову. Для этого нам понадобится иголочка. Ну, конечно же, мы закрепим нитку, как обычно. Можете наполнить еще холофайбером, чуть-чуть добавить. Я немножко добавлю, потому что она должна быть немного плотнее, может быть, чем туловище, потому что у нас будут там крепиться глазки. Глазки будут объемные. А пока давайте стянем голову. Как обычно, мы протягиваем ниточку за 1 долю полупетли. Делаем это. И потом просто стягиваем. Если вы делаете это из плюшки, то каждый раз подтягивайте ниточку, чтобы она не порвалась. Все, ниточку выводим внутрь, подтягиваем и закрепляем. Все эти маркеры мы убираем. Готово! Ну что, у нас останется с вами только оформить личико, ну и сделать хвостик. Это мы сделаем уже с вами во второй части мастер-класса.
Ну а если вам понравилось вязать со мной такого сида, поставьте лайк, напишите комментарий, мне будет очень приятно. А я с вами прощаюсь и скоро увидимся. Пока-пока.